Друзья, всем привет! На связи, как всегда, CloudGeo. У нас наступила с вами осень, а это означает то, что сейчас будет выходить достаточно много интересных и перспективных проектов, особенно на блокчейне VAX. И как раз именно о проекте на блокчейне VAX мы с вами поговорим сегодня. А перед тем, как мы начнем, хочу по традиции порекомендовать вам свой телеграм-канал, в котором я даю еще больше информации касаемо различных NFT игр. Тут я показываю, в какие проекты я захожу, из каких выхожу, сколько мне удается заработать денег и многое другое. Если вам все это интересно, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочка будет в описании к этому ролику. Как вы уже могли понять из названия к этому ролику, речь сегодня пойдет про проект World Crash. Давайте поговорим об этом проекте чуть подробнее. Это игра, NFT-игра, располагается на блокчейне VAX и рынке Atomic Hub. NFT этого проекта уже торгуются на рынке Atomic Hub, и коллекция имеет белую галочку. То есть первичная верификация здесь пройдена, здесь все в порядке. Также мы имеем уже неплохие объемы продаж, если мы учтем то, что игры еще нету. То есть сейчас еще идет разработка игры, и будут еще дропы, в которых мы с вами будем участвовать, по крайней мере, я точно буду участвовать, и после этого уже запустится игра, мы сможем с вами играть. Сайт сделан достаточно просто, но вроде как со вкусом. Шрифты здесь какие-то такие, нормальные, да, не классические какие-то, которые используют большинство проектов, а также картинки на фоне тоже, в принципе, нормально. Но опять же, сайт вот прям не фонтан, но пойдет. В принципе, нормально. Эта игра, это не классическая фармилка, вернее, экономическая модель здесь будет классическая, но здесь будет не 3 токена, а 4 токена, и это важно понимать, поэтому готовьтесь к тому, что придется немножко подразобраться в этом всем. Тут не как будет Farmers World, а чуть сложнее. И об этом мы сейчас тоже с вами поговорим. Также на сайте, прямо на главной странице, вы здесь можете почитать, какие токены здесь будут, да, то есть это жетон воды, жетон еды, жетон лекарства от крушения мира, как здесь написано, и жетон силы. И вообще, в чем заключается здесь легенда? Это в том, что мы живем в постапокалиптическое время, и нам нужно как-то выживать. У нас здесь будут бункеры, которые будут иметь разную степень редкости. Об этом мы с вами тоже сейчас поговорим, потому что я считаю это достаточно важным. И благодаря этим бункерам мы сможем устанавливать различное оборудование, которое будет приносить нам те или иные ресурсы. Итак, сейчас я перешел в белую бумагу, и, ребят, запомните, я всегда вам об этом говорю, первый раз, когда вы заходите в белую бумагу любого проекта, абсолютно любого, в первую очередь вы должны прочитать отказ от ответственности. Неважно, новичок вы, профессионал вы, гуру, всегда заходите, в первую очередь ищите отказ от ответственности, читаете его, и только потом переходите к остальным разделам для того, чтобы изучить и проанализировать какой-то проект. Запомните и абсолютно всегда пользуйтесь этим правилом. Давайте теперь я пробегусь по белой бумаге и расскажу самые интересные и важные моменты по моему мнению, а потом вы еще дополнительно, самостоятельно пробежитесь по белой бумаге, чтобы ничего не пропустить. Я надеюсь, что мы с вами договорились. Значит, первый раздел у нас приюты. И что такое приюты? Это бункера, в которых мы будем жить и в которые мы будем устанавливать оборудование, которое будет нам добывать ресурсы. Поэтому бункер у вас обязательно должен быть. В противном случае вы просто не сможете добывать какие-то ресурсы. И они будут 3 видов редкости. Общая, редкая, легендарная. Я бы сразу убрал бы вариант покупки общее, да, потому что оно рассчитано на одно ресурсное сооружение. То есть вы сможете установить только одно сооружение, и оно будет добывать вам только один ресурс, что, как мне кажется, очень мало, и пространство для каких-то манипуляций с вашими NFT и с вашими токенами будет урезано, поэтому вам будет сложнее как-то крутиться в этой игре для того, чтобы окупиться более быстро, да, скажем так. Как вариант, самый такой оптимальный — это среднее укрытие, которое у нас редкое. Оно рассчитано на 4 ресурсных объекта, и с этим уже что-то можно будет сделать, да. То есть здесь мы можем уже что-то менять, крутить, там продавать, перепродавать. Здесь пространство для манипуляций у нас намного больше, и я буду концентрироваться именно на покупке именно среднего укрытия. Для кого будет актуально покупать самое простое убежище? Для ребят, которые первый раз вообще заходят в игру, это будет ваша первая игра, для вас, актуально покупать
Вот все самое простое, чтобы вложить в этот проект как можно меньше денег, для того, чтобы просто понять, как все это дело работает. И второй вид людей, которым можно покупать вот это вот простое убежище, это те ребята, которые будут делать фирмы. Потому что если мы будем смотреть на цены и окажется так, что вот это вот простое убежище намного дешевле, чем среднее, то тогда вам будет очень выгодно закупиться вот этой вот NFT этого бункера, раскидать по своим фирмам и просто поставить все это дело на бота. Вы сможете, ну, неплохо сэкономить, и я думаю, что окупитесь достаточно быстро. Есть еще один очень важный момент, который нужно знать про бункера. Как только убежище введено в игру, его срок службы мгновенно уменьшается и больше не может быть восстановлен. Это очень важно, ребят. И помимо этого, каждый тип убежища можно использовать повторно ограниченное количество раз. И это количество тоже нельзя увеличить. Новые убежища можно крафтить, используя игровые ресурсы. Информацию по этому вопросу можно найти в разделе крафта, но там прям немного этой информации, там просто рассказано о том, как крафтить эти убежища. Но то, что здесь везде есть ограничения, это искусственный такой барьер для того, чтобы NFT было слишком много. И разработчики таким образом пытаются сократить и ограничить количество NFT, которые будут поступать в рынок и которые будут у игроков, да. И это достаточно важно. Если у них это получится, то игра будет жить намного дольше и будет более стабильно. Это очень важно понимать. Я думаю, старички понимают, насколько это важно, а новички просто доверьтесь мне и поймите, что это достаточно круто, когда разработчики пытаются сделать что-то подобное, и это действительно может увеличить срок жизни этого проекта. Сейчас давайте поговорим немножко о симках. Это называется ключ-карта, но выглядят они как симки, сим-карты. Я буду называть их симками. Не забудьте, ребят, самостоятельно изучить все разделы, которые я пропустил, потому что они достаточно важны, но не настолько важны, чтобы я на каждый из них останавливался и все вам пояснял. Поэтому самостоятельно изучаем белую бумагу для того, чтобы более детально понимать, о чем этот проект. А сейчас мы говорим о симках. Это карты-ключи World Crash. Это ключи ко всем продажам нашего проекта, как здесь написано. Здесь они есть двух видов, и сейчас достаточно модно стало делать подобные проходники, да, для того, чтобы участвовать в дропах и для того, чтобы иметь гарантированную способность купить ту или иную NFT с дропа. Это по большей части, наверное, даже борьба с ботами, которые заполонили сейчас все такие вот основные большие дропы и просто скупают все, что можно, не дают обычным пользователям ручками купить какую-то NFT, поэтому разработчики были вынуждены ввести вот такое вот нововведение, да, это уже достаточно давно у нас на Ваксе происходит, когда у нас есть вот такие вот, грубо говоря, пассы, которые позволяют нам купить NFT-шки. Если вы прям горите желанием купить все именно с дропа, то, пожалуйста, покупайте такую симку, она вам даст 100% гарантию покупки в любой распродаже. И более того, также эту карточку можно будет поставить в игре и увеличить добычу ресурсов на 15%. Тут важно понимать то, что на какую сумму вы будете заходить в этот проект. Если вы хотите купить все самые крутые NFT-шки, то покупка этой сим-карты и увеличение добычи ресурсов на 15% может очень сильно поправить вашу ситуацию в лучшую сторону, да? Поэтому не забудьте все это обдумать, проанализировать, и если вы действительно хотите серьезно зайти в этот проект, то покупайте эту симку, потому что, ну, это будет реально круто, если у вас там самое крутое оборудование, самые крутые бункера, и еще вы засунете сюда симку на 15% к добыче ресурсам, ну, это будет вообще сладость. Не могу не посетить раздел добычи, потому что это все-таки фармилка. Здесь нам рассказывается о том, что мы можем майнить ресурсы и продавать их на бирже Alcor. Но самое важное это то, что разработчики самостоятельно указывают нам на то, что электростанции как NFT и токен VSP как токен мощности будет самый дорогой и самый востребованный. Поэтому имейте в виду, что ну вот сами разработчики вам об этом говорят, и скорее всего на это стоит обратить внимание и подстроить свою стратегию под информацию, которая здесь написана. Также у нас здесь будут экспедиции, это что-то типа как было в Sailors World. Я так понимаю, что мы можем куда-то отправлять наших персонажей в экспедицию, и они нам будут приносить какие-то запчасти, какие-то вещи, и с этим мы уже будем что-то делать. Об этом мы с вами будем говорить позже, скорее всего, наверное, в других видео, если еще будут видео об этом проекте. Но и стоит еще сказать очень важную вещь, которую я, наверное, по ошибке не затронул в начале, потому что
по мнению моих зрителей, обычно эта информация достаточно важна. Это то, что разработчики здесь русскоязычные. Имейте это в виду, для многих эта информация является супер важной. И если Гео не скажет о том, что здесь русские разрабы, то Гео все будут кидать помидорами, да, в меня будете кидать помидорами. Так что имейте это в виду. И еще, ребят, я в самом начале сказал вам, что буду участвовать в дропе этого проекта, и это действительно так. Я хочу запустить стрим и прямо на стриме вместе с вами попробовать поймать какой-то пак, какую-то NFT-шку, которая мне понравится. Поэтому ждите, обязательно будет этот стрим, вот 100% будет, и на стриме будем пытаться купить какие-то NFT-шки. Сейчас мы поговорим о том вообще, что будет в этом дропе, по какой цене и в каком количестве. Сейчас я залез в Discord этого проекта и взял информацию о дропе именно оттуда, поэтому если вы хотите более детально все это изучить, заходите в Discord, там раздел анонсы, и там все это написано, вы можете все почитать. Будет 180 эксклюзив стартер паков и 500 для продажи, 55 для рекламы. Я надеюсь, что разрабы мне подгонят какой-нибудь пак, мне будет очень приятно. Вот, короче, 500 паков стартер пак, да, и здесь мы можем посмотреть, что у нас здесь будет. Значит, снаряжение 45% обычное, 35 редкое, 15 эпическое. В общем, давайте я пролистаю, если кому-то вот прям супер нужно, вы поставите на паузу, а если кто-то серьезно хочет заняться этим проектом, то вам в любом случае придется зайти в Discord и прочитать всю эту информацию там. Опять же, на стриме, перед тем, как начнется дроп, мы с вами еще проговорим, что я буду покупать, что я считаю более выгодным для покупки, а что я покупать не буду вообще. И также покажу вам, что я буду продавать сразу, а что буду оставлять себе для того, чтобы участвовать в этом проекте. Поэтому не пропустите стрим, он будет очень интересным, я в этом просто уверен. Анонс об этом стриме я дам, как всегда, в телеграм-канале и на своем YouTube-канале тоже. Поэтому следите, не пропустите, буду вас ждать. Что ж, на этом я буду с вами прощаться. Пишите в комментариях, будете ли вы участвовать в этом проекте, или может вы просто хотите флипнуть пак и забыть про него. Пишите, мне будет очень интересно почитать. И все самые интересные ссылочки будут в описании к этому ролику. Особенно ссылка на мой телеграм-канал, на который я вам очень рекомендую подписаться, потому что именно там будут все анонсы, анонсы стримов, анонсы там розыгрышей, анонсы моих видео, много другой информации. Поэтому подписывайтесь. Буду прощаться, с вами был Cloud Geo, всем удачи, всем профита, всем пока.